Аня вот уже битый час пыталась уговорить свою сестру впустить их. «Ксень, ну дайте вы нам пожить у вас в квартире, которую сдаете. Мы же не чужие вроде как друг другу. Сама же знаешь, в какой беде находимся. У мужа на работе проблемы постоянные, деток вон прорва, да за плечами совсем ничегошеньки». Забавно. Его дважды уволили по пьяни, и это ты сейчас называешь бедой? А зачем ты ему тогда помимо первенца еще 2 дочерей подарила? Тебе Димки мало было? Тот тоже пил не просыхая, а теперь и вовсе сгинул, и за сына своего не платит даже. Зачем вот было еще одного такого себе в мужья брать, да еще и наследниц ему рожать? Ксюш, ну может хватит мне уже эти нотации свои читать? Анна уже была буквально готова сорваться. Нас уже из квартиры вот-вот выгонят. И куда мы тогда? На улицу? Ближайшая родня вообще в глуши живет. Там все удобства на улице. У меня детки сразу слягут. Вы, главное, кому-то налево квартиру свою сдаете. И не бедствуете. Вам что, своих родственников жаль? Вам и так все за бесплатно досталось. Хотя, как посмотреть за бесплатно? Родители просто у мужа Ксюши не бедные оказались. Купили себе домик на юге, да к морю помчались свой век доживать. А 2 самой Ксюше с мужем оставили. 1, вокруг которой весь сыр-бор, тоже не купленная, наследство от бабули. А когда померла у Ксюшки с Аней мама, так еще 1 разделили пополам, да продали. Аня со своей половины долги позакрывала, а Ксюшка взяла, да и машину мужу подарила. Тогда-то и началось это «вам все бесплатно». Но Аню все равно жалко, как ни крути. Старший сынулька у нее от первого брака. С Димкой не срослось, в итоге бухал, да пил постоянно, а потом еще и гулять налево и направо начал. А теперь вот от алиментов открещивается. А нынешний муж, хотя и не идеальный, но хотя бы не бухает, да налево не ходит. Дома сидит себе и тихонько потягивает. Пару раз даже кодировали его, но только срывался постоянно. Потому и увольняли 2 по пьяни. Но вот на какой ляд было дочерей ему делать? А у Ксюшки все хорошо, вон и сынулька подрастает. Только вот после его рождения дальнейшего пополнения она не хочет. Слишком уж жить дорого стало. Ну ладно, попробую я с мужем потолковать, посмотрим, что скажет. Да и квартиранты вроде как съезжать собирались. Ой, как чудно, спасибо огромное. Только можно мы первые пару месяцев бесплатно поживем? Я хоть деток в детсад и школу пристрою, да сама работу найду. А так я бы рада еще и на скидку была. Родня же как-никак. Постараюсь мужа на 10 уговорить, меньше уже некуда, прошлые 15 платили. Еще супруга уговорить надо сперва, не спеши. Постарайся, милая моя, спасибо огромное. Аня словно расцвела. Вечером у Ксюши был непростой разговор с мужем. Он наотрез не желал пускать на порог родню. Ты вообще соображаешь, о чем молишь меня? Тут деньги-то не самое страшное, хотя и они свою роль играют. Ты семью же их прекрасно знаешь. Детки все хулиганистые. Хозяйка из сестры твоей никакущая, да и муж выпивоха. А под ними пожилые люди живут, покоя хотят. Я-то адекватных людей найти пытаюсь и бездетных, а ты их тащишь. В конечном итоге муж Ксюши все же сдался. Она как могла помогала переехать сестрице, но уже тогда жалела о том, что решилась спустить их. Муж у Ани накануне переезда изрядно выпил. Дочурки вместе с отцом мешали процессу сбора и переноса вещей, и только старший сын Ани вел себя решительно, взвалив все мужские обязанности на свои детские плечи. «Юрчик, может тебе пока с нами пожить? У нас и школа рядышком, да и с моим сынишкой тебе не скучно будет», — робко предложила Ксюша. «Тетя, спасибо, но мне же матери надо помогать. С сестрами-то кто сидеть будет?» — по-мужски ответил Юра. Видно, на своего нового отца он сильно и не надеялся. Только они заехали, как соседи тут же начали писать одну жалобу за другой. То шумят слишком сильно, то посудой звенят постоянно. А когда Ксюша зашла в квартиру, то просто ужаснулась, увидев абсолютную бесхозяйственность на недавно чистой территории. «Ты с ума сошла? Как можно было так загадить все?
А если муж мой сюда заскочит и все это увидит? Милая, ну у меня 3 деток, как мне успеть-то? Пыталась оправдаться Аня. Так пролетел месяц. Пришло время оплачивать коммуналку, но сестра упустила это из виду. «Ань, ты когда за коммуналку заплатишь? Ладно, с арендой порешали, так хоть и это оплати». «Ксю, ну у нас один муж работает, деньги все у него, дай время, пожалуйста». «Так, ладно, сейчас я оплачу, но чтобы в следующий месяц уже сама. Ты, кстати, как, устроилась уже?» «Да, документы все уже подала, скоро выхожу». А дальше началась вообще непонятная катавасия. Аня перестала реагировать на звонки сестры, а однажды даже на порог ее не пустила, хотя и находилась дома. В итоге пришлось ждать во дворе Юру со школы и с ним заходить в квартиру. «Ань, а ты чего не открываешь? Ты же на работу хотела устроиться. Почему дома сидишь?» «Ксюш, да как мне работать начать, если я даже дома убраться не успеваю? 3, детей!» Аня вновь принялась оправдываться. «Слушай, это уже не отговорка. У нас вон у бабушки вообще 7 по лавкам были, и ничего, как-то со всеми справлялись. Даже без техники всякой. А у тебя тут, считай, все есть, а ты ни с чем не можешь совладать. В общем, если через месяц денег не будет, лично машину вызову и езжайте куда хотите, хоть к черту на рога». В итоге денег у них так и не появилось. Тогда Ксюша и решилась. Подогнала к дому бус и приказала собирать сумки. Аня собиралась, но постоянно ворчала. Так вот себя богатеи и ведут, которым все просто так упало. Хаты, тачки, а бедной родне даже руки не подадут. «Ну ничего, погоди, прибежишь ко мне потом за помощью. Деньги же – это пустое все. Сегодня есть, а завтра нет». Муж ее в это время традиционно был пьян, а потому все мужские обязанности опять свалились на юного Юру. «Юр, может, все же у нас поживешь, пока каникулы, а?» «Тетя Ксюш, вы только не обижайтесь, ну правда, надо ехать, огороды надо вспахивать, кто ж еще поможет?» Вскоре машина скрылась за поворотом. Вроде бы и родня, а в то же время так нагадили в самое сердце. Теперь вот надо квартиру опять в порядок приводить, да новых съемщиков искать. И мужа нужно успокаивать не один день, а то весь на нервах. Так вот делай, людям доброе дело.